Всем привет! Спустя несколько недель войны я все же поборол апатию и решил заняться работой. По возможности буду снимать еще. Это единственное, что позволяет забыть о происходящем. Наш сегодняшний ролик посвящен аккумуляторной паяльной станции. Эту идею я вынашивал очень давно, а сейчас она актуальна как никогда. В общем, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. У меня на канале уже есть несколько роликов про паяльные станции с разным управлением, и шим, и обыкновенные, но все они сетевые. В свое время я часто ездил по командировкам, и иногда нужно было паять в таких местах, где даже нету света. Тянули туда удлинители или пользовались бесперебойниками. И вот тогда мне в голову пришла идея переделать станцию на аккумуляторы. Единственный сложный момент был с феном, с него предлагаю и начать. Все заводские фены идут на 220 вольт, а мне нужно запустить его от 24 вольт, поэтому придется переделывать штатную спираль на свою. Разбираем фен и удаляем спираль. На самом деле тут есть несколько вариантов решения. Можно, например, разделить перемычками старую спираль. Но у меня на складе есть катушка нехрома, и поэтому я сделал самым оптимальным способом. Во-первых, я взял нить и скрутил ее в 3 жилы, таким образом уменьшая сопротивление. Намотал спираль и установил ее на место старой. По поводу того, как выбрать длину спирали, я рассчитывал примерно на 150-200 Вт. Вы скажете, что это очень мало. Заводской фен он вообще на 600 Вт. Да, но эти 600 Вт он использует только в момент прогрева, а потом потребление падает. А это значит, что наш фен будет просто дольше разогреваться. Когда собрал, решил сразу и проверить. Прямо так, без схемы управления. Просто подал на спираль 24 вольта. И как видите, все работает как надо. Припой плавим, элементы снимаются спокойно. Дальше переходим к самому дорогому – аккумуляторам. Брал специально высокотоковые, чтобы они могли без проблем работать. Но тут можно поставить и обыкновенные, так как ток потребления небольшой. Собираем все с помощью холдеров и получаем батарею на 24 вольта и 6 ампер-часов. Следующим шагом нужно вручную отбалансировать все аккумуляторы, так как с завода они имеют разное напряжение заряда. А это значит, что они будут по-разному заряжаться и разряжаться, что снижает их ресурс. Для этого все аккумуляторы соединяем параллельно и оставляем на пару часов, чтобы напряжение выровнялось. Я еще дополнительно поставил их на зарядку, чтобы наверняка. Потом берем БМС-ку и припаиваем к ней батарею. Таким образом получаем полноценную сборку аккумуляторов со всеми защитами, которые можно использовать по назначению. Теперь переходим к схеме. Тут ничего особенного нету. Самая простая аналоговая схема на операционных усилителях. Первый операционник повышает напряжение с термопары примерно в 500 раз. Более точно можно настроить с помощью подстроечного резистора. Второй операционник выступает в роли компаратора и включает или выключает силовой транзистор. Также поставил дополнительно драйвер для полевика, чтобы транзистор резче переключался. Для управления кулером хотел применить самый распространенный шим-регулятор на NE555. Но в итоге вариант с шимом отказался работать. То ли из-за неудачной разводки платы, то ли из-за наводок. Во время подключения шима операционный усилитель сходил с ума. Напряжение на выходе аномально росло. Потратил несколько дней на поиск, но так и не смог обнаружить. Потом решил выбросить шим и поставить обыкновенную DC-DC, которая моментально решила проблему. Глушить питание на ней можно подачей напряжения на фидбэк, что очень удобно. Печатку рисовал в лайоуте. Большинство компонентов DIP, а транзисторы решил поставить SMD, так как их накопилось многовато. Думаю, их пайка не составит для вас труда. Печатные платы лучше всего заказывать в Китае, в компании GLC PCB. Это крупнейший производитель печатных плат. В ассортимент входит не только изготовление платы, но и монтаж, что дает возможность экономить на пересылках сторонним производителям.
Заказы выполняются качественно и в кратчайшие сроки. Сам постоянно пользуюсь услугами данной компании и всегда остаюсь доволен конечным результатом. Свой опытный образец я делал лутом. Как видим, количество проводов, которые нужно подключить к плате, просто сумасшедшее, но что поделать. В качестве корпуса буду использовать пластиковую коробку из-под старого проекта. Но так как лицевые части уже испорчены, пришлось распечатать на принтере новые. С другой стороны, это упростило работу. Не нужно отверстия и пазы под компоненты вырезать вручную. Да и вид в целом довольно неплохой. Как видим, в качестве индикаторов я решил использовать обыкновенные микровольтметры. С завода они имеют всего 2 контакта. Нам нужно это исправить и разделить измерительный провод и питание. Для этого выпаиваем индикатор и переносим резистор измерения на другую дорожку. И вот теперь индикаторы можно использовать в наших целях. Теперь что касается выбора паяльника. Нам нужен паяльник от паяльной станции, но не любой, а тот, у которого, во-первых, измеритель термопара, а во-вторых, сопротивление нагревателя около 15 Ом. Так как есть нагреватели от станций, у которых напряжение выше, и там нагреватели по 50 Ом. Такие не подойдут. Показатель того, что тут термопара, а не терморезистор, это ее сопротивление в пару Ом. Распаиваем все провода между платой и элементами на панели. Теперь можно настраивать. Настройка заключается в выставлении порога усиления операционника. Подключаем спираль к источнику, только не на полную мощность, чтобы температура могла застабилизироваться без обратной связи. И теперь измеряем температуру термопарой. А сами крутим подстроечник таким образом, чтобы показания совпали с мультиметром. В общем, ничего сложного. На этом настройка завершена. Следующий шаг — это собрать все в корпус. Делается это несложно. Естественно, пользуемся соплеклеем, без него никуда. Как вы могли заметить, в корпус я установил еще несколько элементов. Первый — это модуль зарядки, который поддерживает быструю зарядку. Теперь наша станция превращается в большой пауэрбанк, что очень удобно. Также разместил силовой выход, на случай, если потребуется снять большую мощность, и установил гнездо зарядки. По поводу зарядки тут отдельная тема. В самом начале я хотел использовать обыкновенный адаптер, но выяснилось, что защита у него реализована не так, как хотелось, и он просто вырубается при превышении тока. Для зарядки можно использовать или лабораторный блок питания, или один из тех блоков, которые мы собирали ранее. Основное условие – это наличие у него ограничения по току. В общем, думаю, это небольшая проблема. Также на корпус установил индикатор разряда. Их есть большое множество, я взял первый попавшийся. Из изменений в нем нужно переставить перемычку под нужное количество банок. Еще для полной схожести с паяльными станциями я решил поставить крепление для фена. Его тоже напечатал на принтере. Первая модель была не очень удачной, а вот вторая вполне подошла. В модели есть технологический вырез для установки магнита. Этот магнит включает и выключает встроенный внутри фена гиркон. Это нужно, чтобы на подставке фен не грелся. На лицевой панели есть дополнительный выключатель, который позволяет включить или выключить данную функцию. В ходе работы электроника станции практически не греется, так как все номиналы я брал с запасом, чтобы можно было эксплуатировать продолжительное время. Единственное, что греется, это провода. Напоследок покажу пару тестов, из которых можно понять, что станция со своей задачей справляется на ура. Ну и на этом у меня все. До новых встреч!
If I stay, will you stay? If I go, will you go? If I pay, will you play? Do you know what I know? Do you love? Do you